Есть ложное убеждение, которое многие приняли за истину. Раньше люди были примитивными дикарями, а теперь мы боги технологий. Это заблуждение настолько глубоко, что мешает трезво смотреть на прошлое. Современные археологи регулярно извлекают из Земли артефакты, которые по нашим сегодняшним представлениям о физике и технике просто не должны были появиться в древности. Мы гордимся тем, что научились расщеплять атом, но при этом забыли о способах обработки камня, благодаря которым древние мастера создавали конструкции, режущие железо словно масло. Мы способны возвести небоскребы за 1 год, но многие из этих современных зданий не переживут и столетия, тогда как римский бетон, находящийся в морской воде, сохраняет прочность уже около 2000 лет и со временем нередко только укрепляется. Давайте приоткроем черный ящик истории и поговорим о тех технологиях, которые утрачены и заставляют современных ученых чувствовать себя учениками по сравнению с древними мастерами. Речь пойдет о 5 примерах таких умений. От нанотехнологий, применявшихся за 1500 лет до изобретения микроскопа, до смертоносных рецептов оружия, которые исчезли вместе с гибелью целой империи. 153 год. Отряд испанских конкистадоров забирается все выше и выше в горы Ванды. Воздух здесь настолько разрежен, что каждый шаг дается с трудом, а сердце у путников бьется как сумасшедшее. Они ищут золото, славу и новые земли для короны. Когда они достигают плато над городом Куско, они немеют от ужаса и восхищения одновременно. Перед ними не просто укрепление, перед ними стена, разрушающая все привычные представления о возможном. Это Саксайуаман. Огромный комплекс, сложенный из блоков серого известняка. Но поразительно не только то, что он построен, а размер самих каменных глыб. Самый крупный из обнаруженных блоков весит больше 360 тонн. Чтобы представить этот масштаб, это вес 2 полностью загруженных самолетов Боинг, сжатых в одну каменную глыбу. И этот монумент не лежит на уровне моря. Он поднят, обработан и аккуратно встроен в стену на высоте примерно 3000 метров над уровнем моря. Спустя немного времени испанцы в своих дневниках признавались, такую тяжесть не мог поднять ни один человек. Это дело рук демонов. Позже, когда новые хозяева захотели использовать Саксайуаман как каменоломню для возведения своих собственных зданий в Куско, они попытались разобрать сооружение. Они брали свои инструменты и впрягались с лошадьми в работу. Однако вскоре люди сломались духом. Им удалось оттащить лишь небольшие фрагменты, которые поддавались их железным ломам и упряжке. Гигантские блоки остались нетронутыми, потому что даже с металлическими инструментами и лебедками европейцы не смогли сдвинуть их с места. Стены стоят и поныне, пережив сотни землетрясений, которые разрушили более современные строения внизу. Эти камни даже не подвели. Интернет и сегодня полон самых фантастических догадок. И признаюсь, глядя на фотографии, трудно не поддаться желанию верить в чудо. Главная загадка – это стыки между блоками. Камни в Саксайуамане вовсе не прямоугольные. Они имеют абсолютно нерегулярную полигональную форму. Один блок может иметь 12 углов, другой – 30. И тем не менее они подогнаны друг к другу так плотно, что между ними невозможно просунуть лист бумаги или лезвие бритвы. Между ними нет цемента и никакого скрепляющего раствора. Камни остаются на своих местах лишь благодаря собственному весу и идеальной геометрии стыков. Скептики указывают на то, что у инков не было железных инструментов, не было колеса для транспортировки и не было тягловых животных, более сильных, чем лама. Лама, к слову, ложится на землю и отказывается идти при нагрузке свыше 40 килограммов. Как в таких условиях тащить блоки весом в 300 тонн? Отсюда и возникли самые невероятные гипотезы о контактах с внеземными цивилизациями. Мол, прилетели на тарелках, подсветили лазером, расплавили породу и улетели. Другие утверждают, будто древние знали секрет растения, сок которого размягчал камень до состояния пластилина, и тогда стены просто лепили, как дети в песочнице, после чего камень затвердевал. Есть и версия про акустическую левитацию. Якобы за счет звуковых волн определенной частоты можно было уменьшать вес камня. Такие фантазии звучат захватывающе. Когда стоишь у стены и видишь, как тень солнца идеально ложится на почти незаметный стык, вера в чудо становится практически естественной реакцией. Однако реальность, как это часто бывает, оказывается сложнее и при этом интереснее любой магии. Ученые и инженеры потратили десятилетия на восстановление технологий инков. И ответ во многом прост. Не чудо, а невероятное упорство и мастерство. То, что мы видим, называется методом скрайбинга или черчения. Представьте огромную нижнюю глыбу. К ней подтаскивают второй блок, который предстоит установить сверху. Его удерживают на канатах и бревнах. Мастера используют инструмент, похожий на гигантский циркуль, чтобы перенести все неровности и выступы нижнего камня на поверхность верхнего. Далее начинается чрезвычайно тяжелая ручная работа. Десятки людей берут молоты из камня, более твердого, чем обрабатываемая порода. Они не применяют железо, они долбят, бьют и дробят, убирая излишки. Это не аккуратное рисование линии, а грубая отбойка. Камень опускают чуть ниже, проверяют подгонку, затем поднимают обратно и снова долбят. Процесс повторяется снова и снова. Сотни, тысячи циклов для одного единственного блока. И все для того,
чтобы получить идеальное прилегание. Современные эксперименты показали, для точной подгонки одного стыка может потребоваться неделя работы. Теперь умножьте это на километры стен, и станет очевидно, сколько труда потребовалось. Остается вопрос, как они перемещали эти гигантские глыбы? Ответ скрыт не в чуде, а в организации труда. Древние хроники и археологические свидетельства указывают на использование строго организованной системы коллективной работы, известной как мита. По этой системе каждый трудоспособный мужчина был обязан отработать определенное время на нужды государства. Благодаря мите император мог собрать строительные команды из 20 или 30 тысяч человек одновременно. Множество рук, умноженное на время и дисциплину, позволило решить задачи, кажущиеся сегодня невозможными. Так что перед нами не магия и не пришельцы. Перед нами память о людях, которые умели сочетать точность замеров, мастерство обработки камня и огромные человеческие силы. И в этом сочетании целая школа инженерии, потерянная для нас, но до сих пор говорящая с нами своими безмолвными стенами. Они поднимали гигантские каменные блоки с помощью толстых тросов из растительных волокон и системы рычагов, а путь перед чудовищными глыбами смачивали водой или покрывали глиной, чтобы уменьшить трение и сдвинуть непосильный груз. Почему мы не можем повторить это сегодня? С технической точки зрения мы способны. У нас есть суперкраны и алмазные пилы. Однако ни одна современная строительная компания не возьмется за такой проект. Возведение подобной стены нашими методами обошлось бы в миллиарды долларов. Мы возводим жилье и сооружения из бетона и кирпича, потому что это быстро и дешево. Их рассчитанный срок службы обычно составляет 50 или 100 лет. Инки же возводили не для кратковременной пользы. Их каменная кладка была рассчитана на вечность. У них не было понятия бюджет или жесткий срок сдачи. Были цель и безжалостный труд. Мастера теряли пальцы и мозоли, обрабатывая гранит до совершенства. Если секрет Саксайуамана можно свести к невероятному терпению и грубой силе, то следующий древний артефакт заставляет по-новому взглянуть на знания предков в области химии. Когда музейные сотрудники в середине 20 века решили подсветить простую, на первый взгляд, стеклянную чашу, они обнаружили нечто, что не поддавалось объяснению обычными методами. В Лондоне в 1950 году работники Британского музея включили в каталог романа «Римские предметы», и в их руках оказался так называемый кубок Ликурга, датируемый IV веком нашей эры. С виду это была просто изящная, слегка мутноватая чаша горохово-зеленого оттенка с тонкой резьбой, изображавшей гибель мифического царя. Ничего, казалось бы, необычного, если не учитывать одна деталь. Один из лаборантов по незнанию поместил внутрь чаши лампу, чтобы подсветить рельеф. И произошло невероятное. Стекло мгновенно поменяло цвет. Зеленая чаша вспыхнула глубоким кроваво-красным оттенком. Отключили свет, чаша снова стала зеленой. Включили, вновь кроваво-красная. Казалось, что происходило фокальное превращение или массовая галлюцинация. Химический состав стекла не меняется от простого нажатия выключателя. В середине прошлого века ученые разводили руками. Эффект наблюдали, а механизма объяснить не могли. Для современников того времени это казалось чистой магией. В древности такие сосуды считались поистине чудодейственными. Ходили легенды, что подобные чаши могли определить яд в вине. Якобы бокал менял оттенок, если в напиток было добавлено отравляющее вещество. Другие рассказывали о деятельности алхимиков, якобы пытавшихся создать философский камень и случайно запекших в стекле кровь дракона или редкие подземные минералы. Секрет изготовления тщательно охраняли, порой ценой жизни мастеров. И с падением Римской империи технология исчезла вместе со своими хранителями. Разгадка пришла лишь спустя десятилетия, в 90-е годы, когда кубок изучили под мощнейшим электронным микроскопом. То, что увидели физики, потрясло их до глубины души. В стекле обнаружились крошечные частицы золота и серебра. Но это была не простая золотая пыль. Металл был измельчен до невероятной величины, порядка 50 нанометров. Для наглядности это в 1000 раз мельче обыкновенного кристаллика соли. Оказалось, что если бы частицы были чуть крупнее, кубок не менял бы цвет, а если бы были чуть мельче, эффект также бы не возник. Римские мастера достигли идеальной пропорции и тем самым, по сути, управляли материалом на молекулярном уровне. Как они могли добиться этого без лазеров и современных нанолабораторий? Современные ученые предполагают, что мастера растирали золото до тончайшей пыли месяцами и вводили ее в расплавленное стекло в строго определенный момент, возможно, с учетом фазы Луны или точной температуры печи. Но самое поразительное заключается в том, что кубок действует как своего рода чувствительный сенсор. Недавно исследователи создали пластиковую модель структуры такого стекла и капнули на нее соленую воду. Цвет изменился. Капнули масло, цвет сменился иначе. Таким образом, древние римляне много столетий назад создали прототип биосенсора, аналогичный по назначению тем приборам, которые современная наука разрабатывает только сейчас для молекулярных и ДНК-тестов. Мы гордимся собственными открытиями,
но в ряде случаев просто заново изобретаем то, что уже было известно древним мастерам. Если римское стекло поражает точностью и тонкостью мастерства, то следующая древняя технология поразительна по своей разрушительной эффективности. Это металл, который породил больше легенд, чем любой другой материал в истории войн. В эпоху крестовых походов европейские рыцари в тяжелых доспехах прибывали на Ближний Восток, уверенные в своем превосходстве. Их мечи представляли собой прямые тяжелые ятаганы железа, которыми можно было пробивать шлемы подобно дубинам. В первых столкновениях они столкнулись с клинками, которые казались демоническими. Сабли сарацин выглядели иначе. Поверхность их лезвий была покрыта волнистым узором, напоминающим струящуюся воду. Легенда гласит, что султан Саладин, желая продемонстрировать качество лезвия Ричарду львиное сердце, не стал колоть железный брус. Он просто подбросил в воздух шелковый платок и дал ему свободно упасть на саблю. Шелк, который обыкновенно не разрезается обычным ножом в полете, распался на две части под собственным весом. На поле боя европейские мечи часто ломались или теряли остроту при ударе о доспех. Дамасская сталь же сохраняла остроту и после столкновения с твердой поверхностью, при этом оставаясь гибкой и не ломаясь. Для средневековой металлургии это было почти невозможным сочетанием. Обычно металл оказывался либо твердым и хрупким, либо мягким и пластичным. Дамасская сталь нарушала эти представления, и кузнецы Европы сводили себя с ума, пытаясь воспроизвести ее неповторимый узор и свойства. Они переплетали проволоку и травили металл кислотой, искали секрет в приемах и заклинаниях, но все, что получалось – дешевая имитация настоящего Дамаска. Вокруг истинного рецепта стали выросли легенды. Говорили, будто раскаленный клинок следует закалять в чьем-то теле, чтобы сила человека перешла в металл. Утверждали, что ковать такую сталь можно лишь в ночи при чтении особых молитв. На самом деле, скорее всего, использовали не человеческую кровь, а шкуры животных и иные практические приемы. А та самая тайна передавалась устно от отца к сыну и никогда не заносилась на бумагу. До определенного момента, до XVI века, этот поток знаний жил. Потом он прервался, и производство подлинной дамасской стали исчезло навсегда. Долгое время это казалось безвозвратной утратой, но в 2006 году ученые из Дрезденского университета решили проверить. Они взяли фрагмент настоящей сабли XV века и растворили его в соляной кислоте, чтобы увидеть, что от нее останется. Результат ошеломил. Внутри металла обнаружились углеродные нанотрубки. Да, те самые крошечные цилиндры из углерода, о которых сегодня говорят как о материале будущего для космических лифтов и суперброни. Эти микроскопические трубки вплетались в структуру стали, придавая ей необыкновенную прочность и вязкость, свойства, которые обычной современной стали не давались так просто. Как это могло произойти без современной нанотехнологии? Ответ оказался одновременно простым и изощренным. Тайна коренилась не только в мастерстве кузнеца, но и в уникальной руде, которую привозили из Индии. Она содержала специфические примеси – анадия и молибдена. Древние мастера опытным путем обнаружили, что при добавлении в тигель определенных видов листьев и древесины и при достижении очень высокой температуры в металле развивались сложнейшие химические реакции. В результате углеродные нанотрубки рождались прямо внутри структуры стали. Они врастали в нее сами собой, укрепляя металл изнутри. Почему же мы не в состоянии сегодня воспроизвести этот процесс? Формально мы умеем делать металл с превосходными характеристиками и заменять сталь титаном и композитами, но восстановить тот аутентичный рецепт нельзя. Родники в Индии иссякли, химический состав руды изменился, а древние инструкции вроде «добавь 3 ветки определенного дерева на закате» оказались не магией, а тончайшей технологической подсказкой по легированию, которую мы потеряли. Современный Дамаск, который продают в магазинах, на деле всего лишь слоеный пирог из разных металлов, красивая имитация, далекая от наноструктурных мечей прошлого. Если с металлом мы научились частично распрощаться в пользу титана и композитов, то в другом материале, в бетоне, наше поражение еще более постыдно для строительной индустрии. Современные мосты и причалы часто начинают требовать серьезного ремонта уже через полвека. Соленая вода – их главный враг. Она проникает в поры, корродирует арматуру и крошит камень за десятилетия. А вот их творения, причалы и волнорезы римлян, стоят море тысячелетиями и как будто насмехаются над бременем. Если отправиться в Италию, в залив Подсоли, вы увидите руины римских причалов, остающихся в воде уже 2000 лет. Волны их бьют, соль их точит, и все же они не только не разрушаются, они с течением веков становятся только крепче. Геологи брали керновые образцы и были потрясены. Прочность римского бетона сегодня выше, чем в тот самый день, когда его заливали. Представьте себе автомобиль, который через 10 лет едет лучше, чем новый. Это бросает вызов всем нашим представлениям о старении материалов. Долгое время объяснений было множество и порой абсурдных. Кому-то казалось, что римлянам просто повезло, кто-то говорил о святой воде или о кровавых ритуалах.
Да, римляне действительно щедро использовали органические добавки и местные пески, которые ныне почти не найти. Но главная загадка заключалась в том, почему римский бетон залечивает трещины вместо того, чтобы давать им расти. Лишь в 2017 году с помощью рентгеновской спектроскопии ученые разгадали рецепт, и он оказался гениален в своей простоте. Римляне смешивали вулканический пепел, известь и морскую воду. Внутри блока происходил постоянный химический процесс. Известь растворяла пепел и формировала редчайший минерал – алюминиевый тобермарит. Эти кристаллы росли внутри бетона веками, как корни дерева, сжимая и сцепляя массу все крепче. Когда морская вода попадала в трещину, она просто активировала новую реакцию, и кристаллы заполняли пустоту, как природный пластырь. Римляне не боролись с природой, они использовали ее энергию. С падением Рима этот рецепт был утерян, и мир перешел на быстрый, дешевый, но недолговечный Портланд-цемент. Если бы современные инженеры применяли римские технологии при возведении дамб и причалов, они служили бы, возможно, десятки тысяч лет без капитального ремонта. Вместо этого выбран путь «построил, сломалось, построил заново». 678 год нашей эры. Судьба Европы висит на ниточке. Византийская империя, последний осколок Великого Рима, сжалась до размеров одного города, а Константинополь оказался в осаде. С моря его блокировала громадная армада арабского халифата. По словам летописцев, кораблей было столько, что вода за горизонт почти не проглядывалась. Защитников было мало, стены изношены, запасы на исходе. Казалось, это конец восточной христианской цивилизации. В самый мрачный час на стенах появляется фигура инженера по имени Калиник. Он сбежал в город из захваченной Сирии и принес императору свиток с формулой. Император отдает распоряжение оснастить корабли странными медными фигурами, львами и драконами с открытыми пастями, и история, как всегда, делает еще один неожиданный поворот. Когда вражеский флот приблизился на расстояние, откуда можно было стрелять стрелой, случилось нечто, что навсегда изменило лицо морских сражений. С византийских галер раздался оглушительный рев, похожий на раскаты грома, и из медных труб рванули струи жидкого пламени, пронзившие пространство на многие десятки метров. Это был не просто огонь, это был настоящий кошмар. Липкая, горящая субстанция налипала на доски судов, на паруса, на одежду и даже на кожу людей. Моряки в панике бросались за борт, надеясь утонуть, лишь бы не сгореть, но их ждал еще более ужасный сюрприз. Как только соприкосновение огня с поверхностью воды происходило, пламя не затухало, а разгоралось с дикостью. Смесь вскипала, взрывалась фонтанами искр и превращала морскую гладь в кипящий огненный ковер. Погружавшиеся под воду люди задыхались. Огненная смесь продолжала гореть на поверхности, лишая воздуха и вытесняя спасительную прохладу моря. Флот нападавших был уничтожен практически полностью. Летописцы вспоминали, будто сама вода окрасилась алым от пламени и потемнела от обломков. В 941 году к стенам Константинополя подошла эскадра киевского князя Игоря. Византийцы ответили всего 15 полуразрушенными кораблями, на которых уже имелись сифоны для подачи того самого огня. Исход битвы оказался идентичным прежним описаниям. Выжившие русские рыцари и моряки с ужасом говорили, что греки пустили на нас молнию небесную, и потому мы не одолели их. Оружие действовало с такими разрушительными последствиями, что многие предпочитали кончать жизнь собственным мечом, чем дожидаться мучительной смерти от огня и дыма в воде. Для окружающих это казалось чудом или проклятием. Даже император сам подхватил легенду. Утверждали, что рецепт огненной смеси ему лично явился от ангела в соборе Святой Софии. За разглашение тайны грозили не только телесные наказания, вплоть до казни, но и проклятие рода с отлучением от церкви. Эти меры действовали. Секреты охраняли с фанатизмом, и в течение 500 лет ни арабы, ни славяне, ни европейцы не смогли разгадать или повторить это оружие. Что же это было на поверку? Современные исследования пришли к выводу. Византийцы создали поистине технологическое чудо, опередившее свое время, возможно, на 1000 лет. Первая загадка – состав смеси. Враги пытались воссоздать ее, мешая смолу, серу и жир, но получали лишь липкую массу, слабо поддерживающую горение. Современная наука почти уверена, что основой служила легкая нефть – нафта, которую добывали в районах современных Крыма и Тамани. Однако сама по себе нефть не горит на воде. Главным секретом, по-видимому, была негашенная известь. Из школьной химии мы помним, при добавлении негашенной извести в воду начинается бурная реакция с выделением большого количества тепла. Византийцы, видимо, превратили море в катализатор. Как только смесь касалась воды, известь раскаляла ее до сотен градусов. Нефтяные пары вспыхивали, а вода, которой противник пытался залить пламя, лишь подпитывала эту реакцию, превращаясь фактически в источник топлива для огня. Вторая загадка – способ доставки и поджигания.
Это были вовсе не простые горшки с горючей массой, брошенные в толпу судов. Византийцы сконструировали нечто вроде ранних огнеметов. На носу корабля устанавливали бронзовый резервуар, герметично закрытый. К нему подводились кожаные мехи, которыми вручную нагнетался воздух и создавалось сильное давление. Под баком поддерживали небольшой огонь, чтобы смесь становилась более текучей и легче выходила при подаче. В решающий момент оператор открывал кран. Разогретая, находящаяся под давлением жидкость вырывалась по бронзовой трубе, на конце которой горел фитиль. Струя проходила через языки пламени и воспламенялась уже в полете, превращаясь в направленный поток огня. Подумайте о степени инженерной мысли. В эпоху деревянных кораблей и простых орудий они создали сложную пневматическую систему с клапанами, насосами и подогревом, которая при всей своей опасности не рвала их в клочья. Такая секретность имела свою цену. Знание было преднамеренно расчленено. Одни семьи контролировали источники черной грязи, другие знали рецептуру смешения, третьи умели отливать бронзовые насосы и создавать сифоны. Полный свод знаний был в руках лишь немногих при дворе. Когда в 1204 году крестоносцы предали и захватили Константинополь, эта система рухнула. Императоры оказались убиты или бежали, главные инженеры предпочли унести тайну в могилу, а завоеватели наткнулись на склады и странные металлические конструкции без инструкции. Для них это был просто металлолом. Рецепт оружия судного дня оказался утерян навсегда. Сегодня мы умеем создавать напалм и собирать современные огнеметы, но воспроизвести тот самый византийский огонь греков, используя только средневековые компоненты и методы, пока не удается. Химики спорят о точных пропорциях, историки продолжают поиски утерянных свитков, но до полной ясности еще далеко. Этот пример ясно показывает, даже самая совершенная технология бессильна, если утрачен механизм передачи знаний. Мы склонны считать наш век кульминацией прогресса, однако история полна подобных уроков. Мы видели огромные каменные сооружения, которые современная техника едва ли сможет воссоздать так же мастерски, как, например, стены Саксайуамана. Встречались артефакты вроде кубка Ликурга, где использовались приемы, напоминающие нанотехнологию за столетия до того, как появилось само это слово. Известны дамасские стали, обладающие качествами, превосходящими некоторые современные сплавы, и римский бетон, который пережил века, сохранившись там, где современные сооружения разрушаются. Мы столкнулись и с огнем, состав которого остается для нас загадкой. История не представляет собой ровного подъема. Это скорее спираль, по которой знания так же легко теряются, как и обретаются вновь. Мы с трепетом и гордостью смотрим на свои смартфоны и на ракеты, которыми пользовались и которыми восхищаемся. Однако нельзя не допустить мысли, а что если мы всего лишь дети, шаловливо играющие в песочнице среди обломков и руин некогда великой цивилизации? Как много открытий еще покоится у нас прямо под ногами, тихо ожидая, когда кто-то случайно наткнется на них и вернет в свет. И сколько легенд и преданий, принятых нами за сказки, на самом деле могут скрывать в себе следы давно забытых технологий. Может быть, путь вперед вовсе не в постоянном создании чего-то принципиально нового. Иногда прогресс – это умение заново вспомнить и заново применить то, что уже когда-то было известно. По сути, это искусство распознавать в старом тот потенциал, который ждет своего возрождения. Благодарю за внимание. Стоит смотреть на мир шире, чтобы увидеть то, что прячется за видимым.